Шар для боулинга массой 4 кг движется со скоростью 4 метра в секунду. В течение времени, за которое шар перемещается на расстоянии 4 метра, на него действует сила, равная 4,5 ньютона. Направление силы совпадает с направлением перемещения шара. Какой станет его скорость? Каков характер движения? Масса шара 4 кг. И шар движется со скоростью 4 метра за секунду. В течение времени, которое перемещается шар на 4 метра, на него действует сила 4,5 ньютона. Надо выяснить, какая будет скорость. Так необходимо помнить некоторые нам известные формулы по перемещению с ускорением. Судя по всему, раз действует сила, то согласно второго закона Ньютона, этот шар будет двигаться с ускорением. Потому что первый закон Ньютона, еще называют законом инерции Галилея, говорит о том, что если на тело не действует сила, либо равнодействие всех сил равно нулю, то тело сохраняет состояние покоя или равномерно прямолинейное движение. В данном случае на шар действует сила. Значит, здесь будет действовать второй закон Ньютона, где F равно сила равна масса умножить на ускорение. Это сила, действующая на шар, масса шара, и соответствующее будет ускорение. В данном случае Ньютон, давайте напомним, чему он будет равен. Определение Ньютона – это килограмм на метр и на секунду в квадрате. Вот определение силы Ньютона. 1 ньютон равен 1 килограмм на 1 метр, деленный на секунду в квадрате. Видим о том, что в течение какого-то времени шар проходит 4 метра. В начале его скорость равна 4 метра за секунду. Начальная скорость вот равна. И через 4 метра в него будет какая-то другая скорость. Мы конечной напишем. Неизвестно ни время, неизвестно ускорение. Но мы знаем две таких замечательных формулы, которые были еще ранее выведены. Это S равно V нулевое t плюс AT квадрат делить на 2. И A равно V конечное минус V начальное делить на t. Вот если вместо t подставить сюда выражение из этой формулы, отсюда находим t, подставляем сюда, мы получаем такую замечательную формулу, которая равна S равно V конечное в квадрате минус V начальное в квадрате делить на 2a. В данном случае мы можем отсюда найти V конечное, потому что нам нужно знать V конечное. Тут же на шар действует сила, напишем вот так, сила F, которая заставляет шар двигаться с ускорением. С каким ускорением можно узнать из второго закона Ньютона. Итак, отсюда А равно будет F, деленное на m. Если посмотреть вот эти значения, их размерность получается килограмм на метр на секунду в квадрате. Это F, сила, это Ньютон. Вот здесь внизу будет у нас просто килограмм. Килограммы сократятся, мы получим значение метр за секунду в квадрате. Получаем ускорение, нам ранее известно. Находим отсюда V конечное в квадрате. Будет равно. Давайте перенесем 2a, умножить на s. Освобождаемся от знаменателя в этой формуле. Будет равно V конечное в квадрате минус V начальное в квадрате. В данном случае V начальная скорость – это наша вот эта V. Из этой формулы V начальная – это вот она. Итак, V конечное отсюда будет равно 2AS плюс V начальное в квадрате. Переносим сюда. Для того, чтобы узнать конечное, конечно, нужно просто взять корень квадратный из вот этого выражения. Корень квадратный из 2a S плюс V начальное в квадрате. V конечное будет равно. Давайте подставим сюда вместо А вот это значение, которое у нас есть. У нас же есть и сила, у нас есть масса. Мы можем найти ускорение, с которым будет двигаться тело. В зависимости от того, какое это будет ускорение, естественно, какая будет скорость. Итак, V равно 2 умножится на F, делится на M, умножится на S и плюс V начальное в квадрате. Давайте посмотрим, каким образом здесь будет выглядеть вот эта размерность вот этой группы. F на M на S. Нам же надо получить скорость в каких размерах? Метр за секунду. Здесь понятно будет, V метр в квадрате на секунду в квадрате, оно выносится. То есть вот этот самослагаемый дает метр квадратный на секунду в квадрате. Но когда мы выносим из-под корня, значит будет у нас просто метр на секунду. Давайте посмотрим вот это выражение. Итак, у нас двойка остается без изменения. F это что? Килограмм на метр делить на секунду в квадрате. И множится на метр. И делится еще на килограмм. Итак, килограммы сократились. Получается, вот эта группа тоже дает на метр квадратный за секунду в квадрате. Теперь можно подставлять сюда эти значения. V конечная будет равна корень квадратный из 2 умножится на 4,5 ньютона. Делим на 4 килограмма и множите на расстояние на 4 метра. И плюс V квадрат начальный. Начальный 4 метра. 16. Все это будет метры квадратные на секунду в квадрате. Размерность выносится за скобки, только нужно остаться посчитать. V конечное равно метры на секунду и корень квадратный. Здесь будет что? 9 плюс 16 равно корень с 25 метров за секунду. Мы получаем равно 5 метров за секунду. В этой задаче воспользовались теми значениями для равно ускоренного движения. В данном случае только величина ускорения уже определена согласно второго закона Ньютона. Как делить на Ньютона не надо забывать о том, что нужно четко соблюдать вот эти все размерности, чтобы получить правильный результат. Здесь в этой задаче впервые введено значение Ньютон. Это одна из основных значений системы сил. Сила используется в ньютонах, которая равна килограммы на метр на секунду в квадрате. Если его, естественно, здесь вот видите, мы разложили вот это значение F и увидели о том, что размерности у нас все будут правильные.